Привет, друзья! Меня зовут Кирилл, и сегодня я немного расскажу про свою самоделку «Красный замок», созданный по мотивам заставки к сериалу «Игра престолов». Сначала небольшое лирическое отступление. В комментариях мне уже неоднократно просили снять видео про новинки, потому что фотографии в хорошем качестве всех наборов летних уже появились, которые выйдут в августе. До августа осталось 1,5 месяца, поэтому не вижу смысла на самом деле какое-то такое по фотографиям еще записывать видео. Скоро мы воочию уже увидим эти наборы. Но если совсем коротко, то мне наборы понравились. Я думаю, что как минимум все они будут неплохими ресурсниками. Единственное, что интересно, я в нескольких местах видел информацию о том, что флагман, экскаватор якобы с августа перенесен на октябрь или ноябрь. Я не знаю, насколько можно доверять этой информации, насколько она достоверна, но опять же скоро увидим. И теперь плавно переходим к моей самоделке. Перед тем, как я расскажу про его создание, его ждет небольшой апгрейд. У меня тут небольшая посылочка, пакет, который прилетел ко мне из Австралии аж. Давайте посмотрим, что там внутри. Итак, открываем, точнее я уже открыл чуть раньше. В принципе, здесь немного всего. Ради чего все это заказывалось? Это ради крыш для башен замка в цвете жемчужно-золотой. Вот эти крыши размером 4 на 4 вообще давно не встречались в наборах. И их было довольно трудно найти, при том, чтобы еще в том же магазине были крыши размера 6 на 6. Вот это было непросто, я нашел только в Австралии. Скажем так, я посмотрел не все прям магазины, но просмотрел много. И первое, что мне попалось, это была вот Австралия. Доставка оттуда дорогая, поэтому я тут докупил еще всякой мелочи. Червяки, красные шестереночки. Кстати, интересно, продавец сам запечатал в полиэтилен детали. Первый раз такое вижу. Прикольно, они не должны поцарапаться при транспортировке. Таких крыш взял 4. Думаю, может потом для какого-нибудь автомобиля пригодятся. Их там было, собственно, 4. Для замка мне нужна такая большая одна. А такие я, кстати, видел в похожем цвете сейчас в новом наборе. Лунный модуль 10266. Но по фотографии я бы сказал, что там, наверное, все-таки цвет Metallic Gold, а не жемчужный, не Pearl Gold. Это я точно не знаю. Итак, удаляем. И закрепляем новые в цвет вот этих шпилей. Должно быть очень круто. И, собственно, более похоже на оригинал. Так. Возвращаем на место. Другое дело. Вообще с «Игрой престолов» я познакомился совсем недавно, буквально полгода назад. И увидев эту заставку, я сразу подумал, было бы классно такое собрать. Но идея как-то в голове покрутилась и угасла. А тут вышел, не помню, на тот момент он уже вышел. В общем, все говорили про 8-й сезон, последний. Я подумал, сейчас все кончится, если не сейчас собирать, то вообще когда? И я взялся за работу. Начать было сложно, даже просто выбрать масштаб. Потому что сначала я вообще хотел сделать вместе с городом, с Королевской гаванью, там домики, стены, чтобы тоже поднимались. Но я благоразумно отказался от этой идеи. Даже один только замок получился очень большим. Я что-то как-то не ожидал, что он будет таким большим. А если бы я еще пытался город сделать, я не представляю, что бы это было, сколько бы это заняло места и сколько бы я по времени это строил. Начал я с того, что скачал эту самую заставку, перемонтировал ее в замедленном времени, чтобы посмотреть, что там выдвигается, что как крутится. Какие-то механизмы сразу я исключил. Я не знаю, была ли реальная модель у этих замков из заставки, или это чисто анимация. Какие-то моменты мне показались совсем, если не реальными, то сложными. И мой взгляд зацепился за такие маленькие башенки, я их называю карандаши, и с них я и начал, скажем так, отсчитывать масштаб и вообще что-то строить. Я прикинул, что эти башенки будут толщиной у меня, собственно, в обычную лего-ось, и на основе этого я начал вокруг располагать другие башни на малых поворотных столах. Сделал сначала плоский макет,
без объема, чтобы понять расположение башен, их количество, как они там будут друг другу мешать, прикинул, какие из них будут выдвигаться, какие не будут. Там были с трехступенчатым раздвижением в заставке, от этого я сразу отказался, потому что масштаб очень маленький. Ну, может быть, с помощью каких-то веревочек там можно было это сделать, но это было бы, наверное, очень ненадежно. Поэтому я ограничился телескопированием в 2 ступени и обычными башнями вращающимися, которые не выдвигаются. Другой отдельной задачей, которую приходилось решать параллельно, была синхронизация всех механизмов. Для этого, ну, во-первых, я примерно разложил на, скажем так, этапы, да, весь процесс развертывания замка. То есть какие-то механизмы работают первыми, потом, значит, вторая идет стадия и третья. Первая идея была вообще сделать длинную зубчатую рейку, как ось времени, и по ней будет ехать некоторый переключатель, который будет там включать, выключать механизмы. Но это получилось очень громоздко, ненадежно, и я отказался от этой идеи, начал все заново, сделал раздаточную коробку по типу коробки передач, и она переключается от того же мотора, который приводит в действие механизмы, через понижение. Это понижение пришлось синхронизировать с временем, ну как сказать, с количеством оборотов, за которые выдвигается большой актуатор, потому что за основу взяты здесь именно большие актуаторы. Но от них идет пересчет и понижение к маленьким актуаторам, это понятно. Но в первую очередь коробка именно синхронизировалась с большими актуаторами, примерно за 27 оборотов актуатор большой выдвигается, коробка срабатывает чуть быстрее, чтобы был запас. Ну, запас это, конечно, хорошо, но из-за люфтов в коробке каждый раз она немножко в разные моменты переключалась, и все равно механизмы со временем сдвигаются и перестают работать, поэтому я предусмотрел вот эти вот ручки для всех ступеней развертывания замка, чтобы после каждого запуска вручную подравнивать актуаторы на максимум, и тогда все будет работать, если делать это каждый раз. Если же актуаторы не подравнивать, то коробка передач не успеет сработать и переключиться на следующую стадию, и все застопорится. Очень сложно было сделать так, чтобы механизмы не мешали друг другу. Я постарался разделить на отдельные части всю эту модель. То есть отдельно идет основание, в которой мотор и раздаточная коробка. Потом вот секция, которая выдвигается вверх с какими-то там элементами. Центральная башня, вот центральный замок отдельный. И я, конечно, проектировал, ну, и совместно, и отдельно, но когда я их стыковал, несколько раз получалось так, что что-то куда-то упиралось, там на одно отверстие не попал, там одно не учел, и приходилось перестраивать заново, конечно, много раз. Но у меня постоянно на столе сосуществовали, наверное, по 3 итерации каждого из этих модулей. Это было непросто. Для того, чтобы передать вращение на выдвигающиеся части, я использовал красные шестеренки на 8 зубов. Их особенность в том, что они без трения перемещаются вдоль оси. В моем замке их целых 4 штуки, поскольку выдвигающихся механизмов много. В LEGO Technic, к сожалению, только в одном наборе пока встречались эти детали, в кране 42009. Ну, кстати говоря, один такой кран я продаю, связаться со мной можно через мою группу ВКонтакте, ссылку вставлю в описании к этому видео. Ну и отдельным моментом, который тоже заставил помучиться, это было создание какой-то адекватной последовательности сборки, потому что я параллельно делал сразу инструкцию для него. Там тоже были такие непростые решения, и в итоге сборка все равно получилась непростой. Даже, ну, как сказать, я помучился, пересобирая его. Ну, тут есть еще такой момент, что я сделал это не знаю сколько раз. И, конечно, собирая финальный раз, уже тестируя инструкцию финальную, я уже откровенно устал, и я такой уже, опять это туда подсовывать. Может быть, когда это делается первый раз, это делается как-то легче, скажем так, на позитиве. Меня уже под конец сборка это утомила. В целом, мне понравился результат. Конечно, некоторые механизмы работают туговато, потому что очень много здесь шестеренок, очень много трения на разных стадиях. Удобно, ну я считаю удобно, что я сделал автоматическое выключение, то есть раздаточная коробка 4-ступенчатая, 3 стадии развертывания замка, а 4-я ступень коробки приводит в действие актуатор, который автоматически выключает батарейный блок, то есть не надо отслеживать момент, когда там надо выключить, когда все закончилось, это происходит автоматически. Надеюсь, вам эта самоделка понравилась, а на сегодня у меня все, спасибо за внимание и до скорого, пока!